Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как поцеловались статуэтки Чангука и Тэхёна. Это был намек? Девятое место. Счастливые улыбки, когда рядом друг с другом. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Что делали Вигу ночью в постели?», после чего им пришлось убирать следы этого занятия туалетной бумагой. Что Чангук делал своей рукой? Это было липко? Они оставили туалетную бумагу возле своей кровати. Что происходит? Самое подробное объяснение этого момента. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? А ведь реально, то, что это Селен, еще тогда разглядели. Но не помню, чтобы видели, что оно появилось в процессе. Когда ты в самом деле нашел своего человека, нужда в социальных сетях исчезает, и страх, что кто-то залезет в твой телефон, тоже, ну вы понимаете. Седьмое место. Как говорится, надеюсь, я не очень открыто проявляю свои чувства. И тем временем чувства. Шестое место. Поведение пары. Когда вижу это видео, всегда балдею, как по-свойски Чангук скинул ногу мужа и сел рядом. Привычный, домашний поступок. Когда ты каждый день, милый, подвинь свою задницу, и я влезу под бочок. Любимая динамика. Ну вот как это выдерживать? Пятое место. Тэхён так нежно проявляет свои эмоции по отношению к Чангуку, когда проводит своими нереальными пальцами по его подбородку. Четвертое место. Забота.
Они – синоним к слову «забота». Третье место. Новости. Обновление в Эвос магазин. Джин делится плейлистом любимых треков. Так мило, что он отметил в нем Тэхёна. Love wins all. Джин написал: «Я слушаю эту песню с тех пор, как она вышла. Даю ей бонусные баллы за то, какой красивый ты, Джун. Я имею в виду, Тэхён красиво выглядит в клипе. Кто-нибудь объясните ему, что если он продолжит быть таким миленьким, то кто-то перепутает его с булочкой и случится непоправимое». Улыбка Тэхёна, вызванная Чангуком, лучшее, что может быть на свете. А вы знали, что люди прыгают от радости в момент наивысшего счастья? Художник, которого выбрал Тэхён. Скульптор Ким У-джин, известный тем, что Тэхён купил его скульптуру оленя на Киав, рассказал о Тэхёне в недавней статье. Намджун и Тэхён также были приглашены на выставку. Намджун был известным коллекционером произведений искусства, поэтому он сам выбирал произведения искусства на художественной ярмарке, а Тэхён – нет. Он огляделся, слушая объяснения. Представитель представил ему несколько работ, но не все они ему понравились. Он остановился перед разрозненными работами художника Кима и некоторое время их оценивал. И он купил работу Кима. Поскольку он был такой знаменитостью, в тот момент, когда он достал свою кредитную карту, чтобы купить работу Кима, все глаза на художественной ярмарке были обращены на работу Кима. Это настолько известная история, что художник Ким получил тег «Выбор BTS», куда бы он ни пошел. Ким сказал: «Конечно. То, что член группы мирового класса купил мою работу, было здорово. Но это стало слишком большим ярлыком. Меня чаще представляют как художника, выбранного BTS, чем художника Ким У-джина». Теперь он говорит, что хочет, чтобы его называли его собственным именем, а не тегом Тэхёна. Однако корейские СМИ по-прежнему представляют его как художника, которого Тэхён любил или выбрал во многих статьях о его выставке. Уникальный и необыкновенный наш, я так люблю эту сторону Чангука. С таким водителем я готов ехать куда угодно и желательно подольше. Армия опубликовала видео, на котором предположительно Тэхён гладит собачку. Группа BTS продолжает подтверждать свой статус глобальной музыкальной иконы.
Их хит «Dynamite» был включен в список 100 лучших хитов века по версии Aproxx, заняв 71 место. Платформа Aproxx известна своим глубоким анализом поп-культуры и музыки, а также авторитетными рейтингами, что делает это признание особенно значимым для мировой музыкальной сцены. Dynamite стал настоящим символом надежды в трудное время, когда мир нуждался в них, они ответили. Полностью англоязычный, жизнерадостный трек в стиле фанк-поп с отсылками к Jackson 5 от BTS принес в мир радость и яркость в то время, когда все казалось однообразно унылым. Как и ожидалось от одной из величайших бойс-бендов всех времен, Dynamite быстро взорвалась успехом после своего выхода, став первым хитом BTS, занявшим первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение 3 недель и самой долгоживущей песней в чарте среди южнокорейских исполнителей. Это лишь часть ее достижений, но, возможно, самое важное, песня стала символом того, что кей-поп может легко пересекать границы мировых рынков, делая мир значительно более связанным. Стоит отметить, что Dynamite в этом престижном списке обошла такие легендарные треки, как Bad Romance Леди Гаги, Gangnam Style Psy, You Rock My World Майкла Джексона и даже более современные хиты As It Was Гарри Стайлса и Break My Soul Бейонсе. Также трек опередил совместные работы таких звезд, как Эд Ширан и Джастин Бибер с их I Don't Care, а также OMG, Ашера и Will I Am. Эта победа подчеркивает не только музыкальную значимость BTS, но и их вклад в расширение границ кей-поп на мировой сцене, доказывая, что они стоят наравне с самыми признанными артистами последних десятилетий. Да, это очередное видео о бейбидольности Чангука. Чангук Кор. Нежно напоминаю вам о том, что эра Тэхёна с голубыми волосами не была сном. Если вспомнить первые шаги Тэхёна к тому, чтобы стать айдолом, то были они весьма хаотичны. Мальчик с фермы, воспитанный любимой бабушкой, у которого в запасе было только не слишком ясное понимание, зачем он это делает, и красная куртка, которая привлекала много внимания. По ней, кстати, его ошибочно определили как богатенького подростка. Но на самом деле куртку купила мама на последние деньги, чтобы городские мальчики не смотрели на него свысока. Знала бы она тогда, что в будущем у него будет множество красных вещей, но уже от самых известных модных брендов. Но на тот момент в общежитие пришел озорной школьник с ушами-лопушками и чем-то таким во взгляде, что будущий лидер Намджун сразу понял, что легко не будет. Это был сентябрь 2011 года. Мы жили в двухкомнатной квартире в Нанхён-доне. В то время Ви ходил с бритой головой. В первый раз, когда он пришел в общежитие, он осмотрел комнаты. Он выглядел как человек, который будет плохо слушаться. Не упростило ситуацию и то, что пока все активно готовились дебютировать, Тэхён стал тайным оружием компании, поэтому его до последнего не показывали зрителям. В статусе скрытого участника он провел почти 2 года и появился на публике лишь за несколько дней до дебюта.
И как он радовался не только возможности заявить о себе, но и тому, что его восприняли. Когда меня открыли как участника BTS, я получил ровно одно письмо от армии. Я был так счастлив и не спал до 4 утра, прочитав это письмо около 15 раз. Я постоянно показывал его Хёнам. Что интересно, Тэхён до сих пор испытывает особые чувства от бумажных писем, но свое самое первое послание он, наверное, никогда не забудет. А вот о своем имидже озорника забыть пришлось. Он все еще оставался живым и непосредственным, но чем дальше они двигались в творчестве, тем больше он понимал, что теперь несет ответственность не только за себя. Так на место веселого шкодника пришел потрясающий искренний парень, с которого год за годом спадала подростковая угловатость и становилось ясно, почему однажды в нем разглядели то самое секретное оружие. Но в рамках только красивого образа он задерживаться не хотел, поэтому регулярно пробовал возможности своего голоса, который не был типичным для кей-поп, да и все его возможности мы увидели совсем не сразу. Если вспомнить, то пришел к нам порыкивающий подросток, который заманчиво играл хрипотцой, тогда сложно было представить, что в итоге мы придем к джазовому звучанию и бархатным переливам. Живая мимика всегда была его особым козырем, поэтому каждая песня с его участием неизменно сопровождается мини-спектаклем из игривых взглядов, томных губ и мимолетных добивочек взлетом брови. Он действительно хорош в этом. И в своих песнях он тоже неизменно играет. Голосом, движениями, вниманием слушателя. Его любовь к армии оказалась настолько сильна, что он отвел ей целую полосу радуги, которая была до нас и останется после. Барахэ. Этот бро опять забыл, что Чангук его детка. Тэйкук не знают, что такое личное пространство. Для них нет такого слов. Когда выложили это видео Тэхёна, играющего с Бамом, владельцы доберманов сказали, что для подобных проделок нужна очень тесная связь с вашим питомцем. Собака должна доверять человеку. Чангук сказал, как парни могут держаться за руки. Это же неправильно. Тем временем Чангук. Тэхён и его говорящая мимика.
Какой смысл голосовать? Хасок не получил награду, хотя лидировал по количеству голосов. Интернет-пользователи выражают негодование по поводу неожиданного решения, принятого организаторами ГМА. Новая премия, первая церемония которой прошла в последние 2 дня, столкнулась с критикой из-за спорной системы голосования. В категории «Лучший хип-хоп» Хасок лидировал по голосам поклонников с большим отрывом. Хасок не только возглавил голосование в одной номинации, но и уверенно лидировал сразу в 2: «Лучший хип-хоп-артист» и «Лучшая хип-хоп-песня», набрав более 70% голосов в обеих категориях. Однако за 5 дней до церемонии ГМА внезапно объявила об изменении правил, объединив эти 2 награды в одну категорию. К всеобщему удивлению, награду получила Ли Янджи, которая занимала 6-е место и имела всего 0,508% голосов. У Хасока 81,159% голосов. Несмотря на официальные критерии, согласно которым победители определяют на основе 20% оценки жюри, 45% продаж и популярности в СМИ и 35% голосов фанатов, интернет-пользователи были озадачены тем, как Ли Янджи смогла обойти Хасока, учитывая огромный разрыв в категории голосования поклонников. Фанатов особенно расстроило то, что они должны были платить за возможность голосовать. В течение 2 месяцев они утверждали, что тратили время и деньги, чтобы добиться справедливого исхода, но теперь чувствуют себя проигнорированными. Один из пользователей выразил свое разочарование. Если ГМА собирались просто проигнорировать все голоса фанатов и отдать награды тем, кому хотели судьи, то могли бы так и сделать с самого начала. ГМА полностью пренебрегла поклонниками, которые 2 месяца тратили свое время и деньги, чтобы проголосовать за первое место своего претендента. В настоящее время в корейском и английском сегментах платформы Twitter в трендах находятся гневные хэштеги, поскольку фанаты продолжают оспаривать результаты премии. Реакции включают: «Они просто устроили церемонию ради денег». Здесь больше одной жертвы. Они заслуживают судебного иска. То, что они делают, возмутительно. Как можно в последний момент объединять номинации? Это просто нелепо. И за это еще нужно платить? Выкачивать деньги из фанатов – это прямо-таки гангстерские методы. Неудивительно, что фанаты возмущены. Это отвратительно. Зачем вообще принимать голоса, особенно платные? Я никогда не видел премию с платным голосованием, которая не заканчивалась предательством. Невероятно, что они приняли все эти платные голоса и потом провернули такое. Я просто готова расплакаться. Какой вообще смысл был голосовать? Страдают только фанаты. Да, они могут создать новую премию и раздавать награды, как хотят, но тогда не стоило собирать месяцы платных голосов. Если хотели раздавать награды на свое усмотрение, не надо было собирать платные голоса. Эту премию открыли просто, чтобы заработать деньги. Почему принимать голоса, если они потом будут раздавать награды, как хотят? Это абсурдно. Они хотят деньги, но также хотят раздавать награды на свое усмотрение? Что это за нелепая премия? Если не планировали учитывать голоса, то не надо было брать с фанатов деньги. Это прямо вымогательство. У них есть официальные критерии и даже процент голосования, но они все это проигнорировали и сделали по-своему. Это шутка? И это было платное голосование? На каком основании вообще вручена награда? Что происходит? Дело не только в голосах, по другим показателям тоже огромный разрыв. Победители были предопределены. Настоящие мошенники. Да, свободный стул имеется, но кого это волнует, когда дело касается 2 магнитиков? Брюки клеш были созданы для Тэхёна, это факт.
Дружеский захват ягодиц. Вы про такое не слышали разве? Я настаиваю на том, что нам необходимо вспомнить вот этого Тэхёна прямо сейчас. Фото в качестве есть, но там отбелена кожа. То, как Чангук закрывает ушки, когда он слишком взволнован или удивлен. Чангук очень любит арбузы, понимаете? Скучать по его хаотичным эфирам. У Тэхёна очень большое и любящее сердце. Если бы комфорт был человеком, он бы выглядел так. Чангук и его «А так вам видно?» Кольцо дружбы Вуга. Второе место. Это так интимно. Он так сильно хочет поцеловать. Что бы ни происходило, Тэйкук всегда найдут способ примагнититься друг к другу.
Первое место. Вот же любитель воздушных поцелуев. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.